Привет, меня зовут Кирилл, я с Праги. Переехал в Чехію еще в 2008 году. Я представляю организацию Prague Support Team, яка займается допомогой, экипировкой и подрыхтовкой белорусских добровольников в Украине. Мы провели несколько дней в тренировочном лагере новобранцев белорусского полка «Погоня». Про альпинистские шлемы, которые не спасают от пуль, про оператора дрона, который сейчас ценнейший специалист, и про то, почему белорусы, которые никогда не воевали, сейчас так хотят попасть на эту войну. Это мы сегодня с Польши. Вот такие автоматы вы получите, когда прибудете в полк. Это К-47, это макет, но он выглядит и весит точно так же, как и настоящий. Представьте, теперь вы идете через кусты. Вы спокойно проходите через кусты, вы работаете этой рукой, вы можете оттолкнуть вашего товарища, если он вам мешает, можете его наоборот подтянуть к себе, и это хорошее положение, из которого вы можете быстро перевести в положение цель. Целься. Отставить. Кирилл, все эти люди скоро отправятся на реальную войну, и все эти люди белорусы. Это так? Да, это белорусские добровольцы. Наш центр в одном малоизвестном польском городе занимается тем, что мы оснащаем и принимаем здесь добровольцев. Мы их оснащаем всем необходимой экипировкой и отправляем дальше в подразделение. На данный момент мы готовим группу, уже подготовили одну группу для полка «Погоня», и сейчас собирается вторая группа. Здесь у нас то, что мы сейчас называем спортивный лагерь. Ребята занимаются больше спортивной подготовкой. Естественно, происходит какой-то отбор. То есть это люди, уже прошедшие отбор по каким-то анкетам, пробиты по определенным базам. Можешь сказать, сколько таких ребят уже отправилось из этого спортивного лагеря туда, в Украину? Пока там не было нормальной базы тренировочной, у нас здесь был не просто спортивный лагерь, у нас здесь работали американские и чешские инструктора и готовили очень серьезно. 9 человек, они в Польше и в Чехии прошли очень серьезный курс подготовки. Американский ветеран готовил, потом я готовил чешский стрелковый инструктор. У них было 3 дня трах-бабаха. Они стреляли из разного оружия в огромных количествах. По 600-700 патронов выпустили за 3 дня. У них был курс снайпинга. Было очень интересно. Сейчас это не настолько актуально, потому что у подразделения там появились инструктора серьезно, такого же уровня, как здесь примерно работали. И здесь, по сути, идет отбор физический, моральный отбор. Даже находясь в нашей, скажем так, казарме, они всегда под рукой имеют оружие, они привыкают носить бронежилет, мы им даем какие-то основы боевой медицины и так далее. 10 секунд пошло, 20 секунд прошло, 30 секунд прошло, опять потерял сознание. Это кровоостанавливающий турникет, основное, скажем, средство помощи при огнестрельных ранениях. Когда большому парню прострелила ляжку, и там огромная артерия пробита, из нее хлещет кровь, бинтик не поможет. 30 секунд на наложение турникета, после 30 секунд человек теряет сознание. Вот это треть, сколько, пол-литра осталось. Вот эта маленькая лужица, в 3 раза больше такая лужа, этот человек умирает. Вот нам французские и белорусские прислали уже 2 раза в больших количествах такие вот турникеты французские. Они немножечко такой архаичной модели, старые, но очень крепкие, надежные. Вот эта штука вообще из металла сделана, все, она не сломается. Это, наверное, грустнее всего увидеть бойцу, который себе накладывает турникет, и у него в руках потом ломается вот этот затягивающая штука, и кровь дальше продолжает течь. Поэтому кустарные турникеты, какие-то китайские, это прям преступление такие людям давать. Наверное, стоит начать, и, скорее всего, этот вопрос будет, почему я туда еду. У меня там родня, как и у многих белорусов. И я сам какое-то время жил в Киеве. Для меня это личное. Вторая причина, да, я, честно говоря, устал жить на чемоданах, я хочу вернуться домой. Что значит, вы хотите, чтобы было как в Украине? Я хочу, чтобы у меня было как у меня. Я хочу, чтобы у меня было мирное небо, чтобы люди жили по общим правилам, чтобы никто никого не притеснял, чтобы банально была сменяемость власти. Ты же прекрасно понимаешь, что в Беларуси тебе будет грозить статья наемничества, как минимум от 3 до 7 лет. У нас здесь выбора не так много, мы можем просто ждать до бесконечности и
жить на чемоданах в других странах или все-таки вернуться в свою страну, и на текущий момент это наиболее реалистичный вариант. Изначально я пытался попасть в интернациональный легион, просто потому что я знаю и разговариваю на нескольких языках. Через иностранный легион, по моим документам, меня направили в погоню. Так получилось. Поэтому я здесь. Твоя семья, твои близкие, не знаю, кто у тебя есть, но они в курсе, где ты и куда ты собираешься? Они не в курсе. Я не вижу никакого смысла, чтобы они несли этот груз ежедневно, каждый день, каждую минуту и переживали за меня. О, я хотя бы попробую. Так, Сколько стой. это весит, интересно? Ну, каждая плита весит 3200 без противоосколочной обработки, скажем так. И самое главное, что она защищает. Она защищает от выстрела в упор. Даже от снайперской винтовки Драгунова можно в упор выстрелить, человек переживет. Ну, это если на тебе хорошая бронепластина. Да, Бывает, если бронепластина, вот бронепластина наша сейчас основная, мы сейчас сделаем еще лучше. Это материал шведская сталь Hardox 600. От нее пули просто отскакивают. А что значит мы делаем? Мы покупаем в Швеции шведскую сталь тоннами. Так. И отвозим в мастерские, где нам ее делают. Мы им оплачиваем. И получаем такую заготовку. Если первые плиты нам обходились 150 евро, то мы сейчас уже со всеми нашими вот этими усовершенствованиями, со всей логистикой, стоимость плиты у нас 93 или 98 евро сейчас. Первые наши плиты, вот мы их покупали у чешских балбесов, которые продавали задорого ерунду. Но сталь уже была классная. Вся Европа за ними гоняется. И опять же, когда это тонны, конечно же, это очень дорого. К счастью, в нашей команде есть несколько людей со средствами. Люди, которые могут просто, давай, забирай все 4 тонны. Ну, вы ездите и проверяете плиты? Ну, не знаю, может, 30 раз ездили на отстрелы. И нам периодически украинские коллеги, еще какие-то ребята дают. Нате вам железо, отстреляйте. Почти все, что мы получали, на вылет прошивается обычными патронами. Не говоря о каких-то бронебойных, снайперских. Жестянки просто. Заработок на крови, да? Да. Мы встречали ребят, которые дали нам плиты, мы отстреляли, посмеялись. А говорят, что нам теперь делать? 300 плит мы купили таких за немалые деньги. А ребята уже не берут трубку. Все. Первая команда. Замереть. Если вот так, остановиться и приготовиться к чему-то. Всем привет, мой позывной Купидон. Нахожусь здесь уже больше недели. Сам приехал из Минска. Потому что я считаю, что для всех национально ориентированных белорусов сейчас самая главная цель – это защита Украины, сохранение ее территориальной целостности. А цель номер 2 – это, конечно, независимая Беларусь. Я решение принял 27 числа, когда уже началась война, шел 3-й день. У нас был объявлен Лукой якобы референдум. Туда вышло в городе порядка 10 тысяч человек примерно. Но никакого результата, ничего не было. Тогда было принято решение выехать, вступить в ряды добровольцев. Появилась первая информация о создании полка «Погоня», батальона Калиновского. Стал делать визу. Ну и все. И сразу, как получил визу, выехал. Выехал в Польшу, а теперь я здесь. А ты в Беларуси в армии служил? Нет, я косил. Потому что у нас это не армия. А твои близкие в курсе, где ты? Нет. А что ты им сказал? Поехал на работу в Польшу. А были у тебя какие-то навыки, хотя бы минимальные, владение оружием, медподготовки или все с нуля тут? Именно владение оружием, каких-то армейских навыков у меня не было. Как видите, я парень крепкий, спортом раньше занимался. Тут уже за неделю 9 килограмм скинул. Пошел, чтобы похудеть. И это шутка. Все эти ребята, все эти белорусы, они уверены, что это и наша война тоже. Слушай, естественно, да. Естественно, это не просто желание помочь. У них у всех есть какие-то мысли насчет того, что это нужно Беларусь. Не сняли вот этот огромный комплекс коллективной вины с белорусов. Он буквально разрушился на первой неделе уже войны. Особенно здорово в этом помогают ребята из батальона Калиновского, которые очень активные в медиа, которые показывают постоянно очень много, снимают видео, выкладывают фоток. Вот этой своей медиа-поддержкой они создают позитивный, положительный образ белорусского добровольца. Оказывается, для меня это стало открытием, что существует отряд наших бойцов в Одессе. Да, отряд имени Ильи Литвина. Это погибший боец из батальона Калиновского. В честь него ребята назвали свой подразделение. Еще есть огромное количество белорусов, которые разбросаны по частям, которые просто
уехали. Входит в состав, да, да. входят в состав, они в рядах между украинскими бойцами, они просто защищают, тоже носят наши нашивки, тоже об этом знают. Мнение украинцев меняется, да и знаете, что с другой стороны их можно понять. Ну, представьте, вот вы утром просыпаетесь, в ваш дом прилетает ракета с территории Беларуси. Ну, какое у вас будет отношение? А ты не считаешь, как некоторые, что украинцы в свое время недостаточно помогли Белоруссии, белорусам, да? Ну, я понял. Ну, вы знаете, что я думаю по этому поводу? Во-первых, самое главное, белорусы сами должны разобраться внутри своей страны, потому что мы сейчас видим, что и страны Евросоюза торгуют с Россией так или иначе, им приходится, и сколько денег уже переведено в казну Кремля. Реал-политик, да, то есть сухой прагматизм, это политика, что с этим ничего не поделать. Но это будет, наверное, очень наивно сказать, что вот мы только закончим в Украине и сразу пойдем и победим в Беларуси. Часто говорят, что Путин не отпустит Беларусь никогда, и он вел бы туда войска, как вел войска УДКБ в Казахстан. В то же время мы все видим, как украинцы, несмотря на все эти разговоры и на то, что ни Америка, ни Европа не верила в то, что Украина продержится больше 3 дней, взяли и сделали это. Поэтому мы можем слушать, мы можем читать новости, мы можем продолжать думать и в то же время действовать. Не поедем же на 150 джипах, да, через границу, ну, то есть это абсурд. Ну, цель стратегическая, конечно, это свержение режима Лукашенко, да. И здесь происходит сейчас формирование национальной армии белорусской, которая, мы все надеемся и верим, и так будет участвовать в освобождении страны. А как это будет, ну, посмотрим, увидим. Да, тактически воздушная подушка в любом случае всем нужна, надувная. Может быть. Что-нибудь пар. Надо взять тарт, дактейп зеленый. Ты волонтер, и ты белорус. Да, я один из белорусов, проживающих за рубежом, и по мере возможности я помогаю всем нуждающимся. Что вы делали сейчас в магазинах? Вот в этом армейском магазине? Мы докупали различные дополнительные аксессуары, которые помогают ребятам упростить их быт. На какие деньги? На свои? Это сборы? Это, ну, по большому счету, это сборы, просто так как я один из тех, кто туда давал, да, там чуть-чуть на свои. Но в основном это действительно деньги всех белорусов, которые помогают, передают деньги через фонды. Покажешь? Да. Грубо говоря, это несколько сотен евро. Сколько стоит обмундировать, не знаю, одеть одного солдата так, чтобы хорошо? Честно говоря, это будет стоить дорого. Один из хороших компромиссов – это покупка того снаряжения, которое уже использовалось. Потому что оно, как говорится, battle-tested. Он бывший в употреблении. Ну, то есть он виден какой-то, да, на нем там даже боец что-то написал. Но это качественный, крепкий подсумок британской армии, который, там, не знаю, участвовал в Афганистане. Они это все собирают потом и кому-то продают по дешевке. И мы их берем, они нам обходятся там 5-6 евро штука. И мы и штаны так покупаем. 10 пар штанов вот так вот. И ты даже не знаешь, какие там размеры. Но они копейки стоят. Например, один фонд меня спросил, есть ли у вас подсумки. Я говорю, есть. Ну, можно закупить, это будет дней 10. Сколько стоит? Я говорю, ну, там в районе 5 евро. Он говорит, слушай, долго, я возьму по 25. Он мог подождать 10 дней и купить за 5 евро, но они на каждой аптечке, на 2000 они 20 евро лишних заплатили. У тебя большой опыт сотрудничества с различными белорусскими фондами. Слушай, ну не могу сказать, что мы так, то, что мы прям очень много сотрудничаем с фондами. Но как только началось, мы собрали первых 20 комплектов, съездили сами на машине, грубо говоря, ногами сходили, вот это все купили, полный комплект, который состоит там из почти 60 наименований. И после этого думаю, ну, смотрите, как эффективно. У нас там меньше, чем в 1000 евро мы вложились и закрыли как бы целый комплект человека. Я думал, сейчас налетят со всех сторон, начнут совать деньги, но это не произошло. Говорю, вот фактура, смотрите, видите, как дешево. Все в открытую, просто заплатите, мы там наклеим кучу ваших логотипов, все. Если опустить все подробности, ничего не произошло, Так. кроме, единственное, нас здорово поддержал фонд Байсол. Когда я бегал и рассказывал, давайте, ребята, все объединимся, сделаем какую-то структуру, ну, какой-то центр по экипировке добровольцев. И тогда Стрижак сказал мне вещь, которая потом мне очень сильно помогла, и до сих пор я постоянно вспоминаю. Он говорит, создавай просто связи, не надо никаких там центров, просто создавай какие-то структуры, пускай они сделают параллельно. Не жизнеспособные просто отомрут. К сожалению, не все, что, допустим, применимо в туризме,
либо в обычной медицине подходит для тактических действий. Нет смысла их отправлять ребятам. Девушки решили помочь бойцам, собрали немалую сумму, потратили свои какие-то ресурсы, собрали крупную сумму и купили большую партию шлемов. Дорогих, хороших шлемов. Беда только в том, что они альпинистские. Если бы такое отдать альпинистам, они скажут большое спасибо, это лучшие шлемы, что можно найти. Но на войне. Но на войне они абсолютно бесполезны. Да, деньги потрачены, работа проведена. И девушки В расстройстве обижены. еще и обижены, что на них кто-то ругается. Друг, русский журналист, который живет тоже в Чехии, он сам нарыл там 80 шлемов в Испании. Мы их выкупили. Ну, точнее, не мы выкупили, фонд Байсол по нашей просьбе выкупил и передал тем, кому это нужно. Тот же Байсол выкупил там порядка 28 шлемов, которые уже ушли в полк погоня. И, по-моему, в Одессу часть. Со шлемами, конечно, туго. Это единственное, что мы сейчас не можем закрыть вообще никак. Потому что либо очень дорого, по 500 евро, либо их просто нет. За чей счет банкет? По-любому спросят люди, спросят зрители. Это интересно. Это только пожертвования? Нет, не только пожертвования, собственные, скажем так, капиталы участников нашей группы. Я, естественно, не один, просто горящая голова в этой группе. Ну, да, я создавал это все, но просто кто-то должен светиться, обязан светиться в такой публичной деле, а кто-то не хочет. Вообще не хочет, потому что у людей бизнеса и так далее. Помощь фондов. Плюс четвертый – это сотрудничество с диаспорами. Здорово работаем с американцами, с американскими белорусами. Это здорово, что у вас получилось именно скооперироваться у белорусов всего мира. Ну, не всего. Не всего. Ничего не получили пока из Австралии. Британские белорусы тоже. Там каски сейчас прислали, передавали какие-то вещи белорусы Британии. Немцы, белорусы Германии помогали из Мюнхена, из Дрездена. Везде есть свои люди. Что было в него и... Если бы мы это делали коммерчески, я думаю, мы уже к себе стали миллионерами, потому что, ну, вот эти сейчас улетают вещи просто за безумные деньги. Был бы очень крутой бизнес, но морально я себе это не представляю. Кирилл, это правда, что в полку погони есть офицеры из сил специальных операций в Беларуси? Лично я этого не знаю, этих людей, но мне кажется, что есть, насколько я понимаю, ядро этого полка состоит из людей, которые служили в белорусских силах специальных операций, десанте и так далее. Если нас сейчас смотрит или слушает какой-то белорусский военный или силовик, и он хочет присоединиться к реальной борьбе за Украину, он может каким-то образом ожидать помощи от вас? От нас содействия и помощи может ожидать любой белорус, наверное, может быть и другой национальности человек, который решит присоединиться к добровольческому движению и к одному из белорусских подразделений. Мы помогаем независимо от того, насколько он хорош. Кажется, это логично и правильно присоединяться, становиться на сторону добра, на защиту Украины, а не защищать власть, которая сейчас, оккупационные власти, которые сейчас оккупировали, по сути, нашу страну, Беларусь. Конечно же, служить им это уже недостойно для современных белорусских офицеров. Подъезжал автобус, и ребята обычно очень вальяжно, спокойно из него вылазили. Они привыкли, что нужно вылезти, покурить, поболтать. А мы это с инструкторами устраивали им такие вещи, что они просто, как только начинали вылазить, начали орать, стрелять, кричать и говорить, что все пропало, вокруг стрельба, вы попали в засаду. И было очень интересно наблюдать, как все разбегаются по лесу, потом выясняется, что нужно открыть огонь, ни у кого нет магазинов. Либо они есть, но они в машине, а почему они в машине, начинают переругиваться, координации нет. Ну, короче, то стрессовая ситуация, они должны тоже понимать, что в любой момент может не все пойти по плану. Поэтому ты говоришь даже в доме носить с собой автомат. То они должны просто привыкнуть. Каска, броник и автомат. А в трусах они или в штанах они, это уже мало волнует. Я знаю, опять же, и по гражданской спортивной жизни, когда девчата просто отлично себя проявляли. И сейчас я вижу, многие девушки бывают более стрессоустойчивые, чем парни. Так получилось, что у нас в группе есть одна девушка. Мой позывной «Пекло». Я не вижу никакой разницы. Она в каких-то характеристиках превосходит нас, дает нам фору. И в то же время наравне со всеми выполняет все задания. 4, 3, 2, 1.
0. Пошла оружие вверх. Контакт. Давай, 2 прицельно. Если девушка, скажем так, относительно хрупкая, то парня там свыше 100 килограмм протащить по траве, по земле практически невозможно будет. Но в то же время, если девушка, опять же, критически быстро мыслит, она может обладать медицинскими знаниями. Возможно, она будет тем, кто спасет. Каждый человек в жизни имеет какую-то цель. Я абсолютно прекрасно понимаю людей, у которых есть дети, пожилые родители, и им надо в первую очередь оказать им помощь. Но если есть ребята, которые чувствуют, что это их долг, либо они так же, как я, идут защищать свою родню в Украине, то здесь надо принимать это решение с холодным сердцем. Сегодня мы покупали с ребятами в хозяйственном магазине какие-то вещи, которые необходимы для быта, там мультитулы, какие-то еще другие предметы. И мы покупали тенты. Они говорят, может, какие-нибудь потоньше взять или что-нибудь. Я говорю, да нет, совершенно то, что нам сказал в прошлый раз американский ветеран, я просто спокойно транслирую. Говорю, нет, в него можно накрыть что-нибудь, можно подложить, когда вы спите на бетоне или на чем-то, на траве. А в нем можно тело завернуть мертвое товарища. И они такие на меня смотрят. И да, и думают, потому что они поедут скоро, через пару недель они поедут. Начнут тренироваться, там же может ракета просто прилететь. И вот эти мешки, которые они сейчас себе покупают, и сегодня ночью будут на полевом выходе под ними спать, они уже будут на них смотреть и думать, может, меня в него завернут. Понимаю, куда идем, и поэтому всем ребятам, которые сейчас размышляют, думают, идти, не идти, да, вы много раз подумайте, прежде чем принять такое решение, потому что все это серьезно. Очень тяжело отследить, где мы находимся, то есть, никак это не сделать. Ни у кого никаких симок, там ничего нет. То есть вас прям предупреждали, вы проходили какую-то подготовку по информационной безопасности? Да. Нельзя. Да, то есть губоп ничего не сделает, ребята, у вас не получится. Да. Они сейчас идут в подразделение, которое называется «Полк Погоня», и мы точно уже знаем, что это будет не медийное подразделение. Те ребята, с которыми прошли предыдущая группа, у меня до сих пор с ними не было связи, мы только через их командира общаемся. Я записываю им видео, он их показывает им, и потом они мне забьют визу, он мне тоже показывает их. Никаких тиктоков? Никаких тиктоков нет, у них телефоны раз в 3 дня на 30 минут в режиме СМС, потому что летают ракеты. Вот. А ребята учатся серьезным делам каким-то и будут выполнять какие-то, как я могу только догадываться, какие-то нетривиальные задачи. Не просто покараулить завод какой-то. Здравствуйте, меня зовут Варя, мне 12 лет. Да, я та самая белорусская девочка из интернета, которая отдала свой дрон украинским военным. Девочка Варя из белорусской семьи, которые живут недалеко от Праги. Девочка интересовалась всегда дронами, она собирала, и семья копила на дрон. Они купили довольно серьезный дрон, который стоит больше, чем, несколько тысяч евро. Не жалея, отдала этот дрон нам с детскими рисунками, с надписью. Я очень не сентиментальный человек, но я тогда буквально смахнул слезу. Сейчас дрон за стоимостью с поддержанную иномарку, размером с бутылку минералки, имеет 3-канальное зрение, оптический зум, тепловизор, засекает координаты с точностью до 10 сантиметров. По этим данным туда прилетает артиллерия, и все. Сели, поговорили с ребятами из ЧВУТ, моими украинскими, чешскими друзьями. Это чешский технический вуз, один из лучших в Европе. У них есть кафедра кибернетики. Там работают крутые специалисты по дронам. И они предложили, что давайте возьмите несколько человек, мы их обучим здесь, в Праге, в смысле. И будет у вас подразделение. Тогда на волне такого энтузиазма думаю, сейчас это соберем. Мы сделали смету на 2 огромных дрона классных, таких с очень специфическими камерами. На то, чтобы купить им джип, на то, чтобы их обмундировать, экипировать, обучение, проживание. У нас вышло почти 60 тысяч евро. Но эффективность этой боевой единицы может быть гораздо сильнее, чем 60 этих непрофессиональных с горящим сердцем добровольцев, но которые все-таки не профессиональные военные. Это всего лишь 2 взвода. 2 взвода не пойдут и не уничтожат
подразделение какое-то, да, батарею градов. А 4 парня с промышленными дронами, в взаимодействии с серьезными ребятами, с большими стволами могут навести шорох, ой-ой-ой. Сейчас фонд Байсол на своей страничке собирает на подразделение авиаразведки. Мы видим, как там копеечка к копеечке добавляется, но нам нужна поддержка. Если вы можете помочь деньгами, какой-то медиаподдержкой, стать одним из бойцов этого подразделения, мы уже сейчас хотели бы заняться этим отбором. Мы будем вас проверять, мы будем с вами знакомиться, и это подразделение будет сделано, будет собрано и будет приносить пользу, будет защищать Украину, приносить пользу в том числе белорусскому народу. Дякую за все.